Одна из самых важных вещей, которая влияет на качество жизни, на продолжительность жизни, это вес. Я никогда не слышала про корреляцию между массой тела и когнитивными способностями. С компьютерами не получилось. Зло в гаджетах. Было две группы. У одной телефон забрали, а у другой телефон оставили. Какая группа больше отвлекалась? У кого телефон на столе? Разницы не было. Владимир Алипов, врач, нейробиолог, популяризатор науки. Почему одиночество плохо для мозга? Мы, наверное, самое социальное животное, которое вообще существует в животном мире. Вы сейчас сидите здесь, 100 человек. Если бы я попробовал сделать то же самое с шимпанзе, минуты бы не прошло, они бы начали уже драться. Почему нет женщин, которые побеждают чемпионов мира по шахматам мужчин? Мужская логика, женская логика, она находит такое нейробиологическое подтверждение. Что самое такое парадоксальное и абсурдное ты знаешь о работе мозга? Самое интригующее – это то, что наша зрительная система, она видит будущее. То есть мы каждое мгновение, когда я на тебя смотрю, зрители смотрят наш подкаст, они на самом деле смотрят, они видят будущее, которое создано, как эта женщина, такая гадалка с хрустальным шаром, она конструирует на основании того, что она знает про прошлое. То есть мы на самом деле не видим настоящего, мы не видим будущего, мы видим то, как себе представляет будущее наш мозг. Но нам кажется, что это реальный мир, и мы его так воспринимаем. Так работает и слух, так работает и зрение. И отсюда возникают зрительные иллюзии. Да? То есть это на самом деле достаточно необычная такая идея о том, что, знаешь, она страшно звучит, но страшно интересно при этом. Что мы на самом деле, мира вокруг нас, по большому счету, для нашего мозга не существует. Он просто получает какие-то сигналы, единицы, нули, грубо говоря, которые приходят к нему от органов чувств. Представь себе, что ты сидишь в комнате, в бункере, который полностью закрыт, и тебе просто приходят какие-то сообщения азбукой Морзе. А ты потом эти сообщения читаешь, последовательность нулей и единиц, и представляешь себе, интересно, что же там сейчас происходит за пределами моего бункера? И знаешь, начинаешь там рисовать, представляя себе, наверное, это дерево. Сейчас, наверное, то, что видит моя камера вне бункера, это дерево. И ты сидишь и рисуешь на листочке эти деревья. Примерно так чувствует нас наш мозг. Но при этом он создает нам иллюзию, что все хорошо. Точность этого восприятия такая же, как если мы в бункере сидим? Да, точность примерно такая, что отсюда очень много каких-то искажений и слуховых иллюзий, и зрительных иллюзий. То есть очень много зависит от того, на самом деле, что мы ожидаем увидеть, да? То есть, знаешь, как говорят, у страха глаза велики. Если ты пойдешь ночью после того, как ты из кинотеатра вышла, смотрел какой-то фильм ужасов про чужих, то тебе будет казаться, что там какая-то тень, это чужой. Ты прям действительно увидишь его, то есть ты увидишь его хвост, как будто бы, но его там нет, да, это просто какая-то ветка, но твоя зрительная система такая, я ожидаю увидеть здесь ксеноморфа, там будет ксеноморф. То же самое услышать, да, ты ждешь какой-то звонок, и с одной стороны это просто какой-то шум, который ты слышишь, он обычно, шум поезда, какой-то белый шум. Бац, тебе будет казаться, что это твой звонок телефона. Ты его услышишь прям буквально. Да, это нормально, знаешь, потому что этого оказывается достаточно для того, чтобы мы могли вполне себе существовать. Победили очень много кого в эволюционной гонке. Да. И еще потом всякие ракеты стали строить, интернет, компьютеры, подкасты записываем. Да? То есть это, знаешь, такой принцип достаточности. То есть не идеально работает. Но для этого мира подходит. Да, для этого мира это, наверное, пока что из того, что мы знаем, это самая крутая система, которую придумала эволюция. Далее в выпуске Вова Алипов расскажет много интересного о прорывах в нейробиологии, а о прорывах в сфере умных часов поговорим прямо сейчас. Ведь на рынке появился сильный игрок. Я говорю о российском бренде из Тюмени Case Guru. Тюменцы представили новинку – часы CG Watch Nova с самой экстремальной защитой. Изогнутый дисплей с углеволокном защищен от царапин и дает больше угол обзора, не увеличивая размер часов. А корпус из корабельной стали защищает часы от падений и коррозии. Часы CG Watch Nova работают до 10 суток без зарядки. Это в 7 раз дольше яблочных часов. А стоят они в 10 раз меньше. Кроме того, у CG Watch Nova адаптивный антистресс-ремешок. Не натирает, не мешает, не давит. Еще одна интересная модель – CG Watch Classic с высоким разрешением дисплея, таким же, как у флагмана Apple, потому что экраны заказывают на одном и том же заводе. Модель CG Watch Sport – это 37 режимов тренировок. Учитывают пол, возраст, дают индивидуальные рекомендации.
Дисплей тюменских спортов 46 мм. Это на 10% больше, чем у флагманских Apple, которые для сравнения в 8 раз дороже. Кроме того, со всех тюменских часов можно разговаривать. Они все выполняют функции смартфона. Как особый бонус, тюменцы дают пожизненное обслуживание гарантии и хорошую скидку на свои устройства. Сканируй QR-код или переходи в описание. Там ссылка на умные часы CG Watch. И забирай промокод ZOOM25 на скидку до 500 рублей. То есть ты имеешь в виду, что на основании вот этих сигналов, которые мы получаем, мы как будто бы постоянно предсказываем немножко, да, что сейчас произойдет? Потому что у нас сигнал до нашего мозга от глаз, он доходит через какое-то время. То есть всегда есть задержка. То есть у тебя, прям мы играем в теннис, да, большой, и вот я вижу, как ты отбиваешь мяч, он летит, и вот этот сигнал о том, что мяч находится в каком-то положении, он сначала попал на сетчатку, потом на один нейрон, еще один нейрон, потом пошел в мозг, там, в таламусы, из таламусов до зрительной коры первичной, вторичной. Ну, то есть огромное количество шагов. И за это время, пока он там добежал до зрительной коры, пока она там все это обработала, что произошло? Мяч-то уже здесь находится, да, то есть у нас вот сигнал о том, что он здесь, только-только дошел в кору, а мяч уже где-то здесь. Поэтому если бы мы жили вот в таком режиме реального времени, real time, мы бы с тобой вот так вот ракеткой махали по тому месту, где мяч находился 100 миллисекунд назад. Чтобы этого не было, наш мозг экстраполирует. Он говорит, типа, ага, мяч здесь, скорее всего, вот в то время, пока сигнал до нас дошел, он уже здесь находится. Они такую поправочку пишут, типа, он здесь. И мы, соответственно, такие, у нас возникает ощущение, что мяч находится здесь, и мы его там отбиваем. Какое значение для нашей жизни имеет то, в каком состоянии находится наш мозг? Слушай, ну это все, да, потому что, на самом деле это смешно звучит, да, но это, знаешь, как мем такой есть, там, какой орган самый главный в человеческом организме, там, голосование, там, все за мозг почти проголосовали, и там такой рисунок, как мозг награждает сам себя, да, потому что голосуют наши мозги, да, там, если бы сердце голосовало, может быть, оно бы за сердце проголосовало, да, и решило, что оно самое главное. Но, да, действительно, мы почти можем быть уверены, что мозг – это самый важный орган в нашем организме, потому что, во-первых, он очень много важных функций выполняет, то есть он управляет всем остальным телом нашим. Без него оно не будет такое интегрированное. Поэтому вот различные заболевания нервной системы, там, например, вот вегетативная недостаточность, нарушается у человека ритм сердца, у него уже нарушается нормальная терморегуляция. Знаешь, как пожилые люди, им вроде как снаружи тепло, а они кутаются, да, им кажется, что это холодно. Или наоборот, да, там, когда холодно, человек вместо того, чтобы там, как-то экономить тепло, он его слишком много отдает. Нарушение стороны пищеварительной системы, нарушение стороны дыхательной системы и так далее, и так далее. И плюс, конечно, это самые важные для нас вещи. Это личность, наша память, наше сознание, вот вообще все, что мы называем «я», наши когнитивные способности, наши профессиональные навыки. Ну, по сути, вся наша жизнь, она тоже связана с нашим головным мозгом. И поэтому нарушения в нем, которые происходят, они, знаешь, вот как это говорится, там, человек может потерять руку, это страшно, да, это действительно сильно изменит его жизнь. И это там наверняка повлияет там, и на его личную жизнь, профессиональные качества, но он останется собой. Да, то есть, по крайней мере, он останется самим собой. А вот если у человека что-то происходит с мозгом, это очень часто мы воспринимаем с настоящим ужасом экзистенциальным, потому что мы можем перестать быть собой. То есть наша личность поменяется. То есть мы были одним человеком, и, не знаю, мы там были веселый, жизнерадостный, там, добрый, находчивый. Мы стали злыми, неприятными собеседниками, да, депрессивными. Еще у нас там когнитивные способности упали. То есть представь себе, что вот эта история, которую Лури описывал, там молодой человек поступает на классный, очень сложный математический факультет МГУ, у него прекрасные математические способности, он видит себя инженером, но на войне пуля проходит у него через теменные доли головного мозга, и после этого он теряет все свои способности. То есть он остается в живых, да, и личность его сохраняется, но он уже не может даже самые простые какие-то математические действия сделать, то есть там одно разделить на другое, например. Он уже просто не понимает, что это значит. Да? Вот, это страшно, да? То есть вот так можно себя потерять. Времена, когда было обычным делом тянуть с походом к врачу, даже если что-то сильно беспокоит, возможно, вы узнали в этом своих родителей, давно позади.
Сегодня регулярные обследования – это то, что должно ежегодно стоять в календаре у каждого, кто серьезно относится к своему здоровью. Helix – это лабораторная служба из Санкт-Петербурга, которая уже 27 лет выполняет медицинские анализы по международным стандартам качества. Они работают более чем в 260 городах России, Беларуси, Казахстана. И сдать у них можно абсолютно все – от крови до УЗИ и ЭКГ. И даже если вы плохо себя чувствуете и никуда не хотите ехать, вы можете вызвать специалиста на дом. Это очень удобно. Так вот, до 31 июля расширенный чекап из 11 базовых анализов Helix стоит всего 3490 рублей. Что входит в чекап? Общий анализ крови, витамин D, ТТГ, ферритин железа, липидограмма, креатинин мочевина, общий белок билирубин и ликированный гемоглобин. Состав может немного отличаться по регионам, но в любом случае это супер акция. Все подробности на сайте Helix. Кроме того, по промокоду ZOOM вы можете получить скидку 15% на любые другие анализы Helix до 31 августа 2025 года. Промокод действует в диагностических центрах Helix, не суммируется с другими акциями и не распространяется на взятие биоматериала. За всей информацией переходите в описание к выпуску. Или болезнь Альцгеймера, да, когда человек теряет свою память, и он не понимает, да, например, это страшно и для него самого, конечно, потому что он теряет воспоминания там, о близких людях, он не узнает их, да, он не может сам себя уже обслуживать. Он теряет какие-то воспоминания, которые ему дороги. Так еще представь, насколько это страшно для его родных. Да? Вот мне, например, там 33 года. Что я могу, допустим, завтра же прямо начать делать, чтобы стало классной инвестицией в состояние моего мозга, когда мне будет вот лет 60? Несколько вещей. Первое, это, конечно, здоровье тела. Ты знаешь, как говорят, что хорошо для сердца, то хорошо для мозга. То есть это в первую очередь это вес. То есть очень вес и гиподинамия. То есть после 30 лет, как правило, у людей, в принципе, меняется и обмен веществ, и образ жизни, и они склонны набирать. Ну, часто это еще, знаешь, считается так, что это социально, в принципе, уже допустимым становится. То есть там в 20 лет иметь какой-то немножко жирок, это страшное что-то, да. Там в 30 лет, ну, это как бы нормально уже, более-менее. Но оказывается, что это одна из самых важных вещей, которая влияет на качество жизни, на продолжительность жизни и на то, что будет с когнитивными способностями у человека. То есть поддерживать нормальную массу тела, нормальный индекс массы тела, это первая самая важная вещь, потому что это будет тянуть за собой. Ничего себе! Я никогда не слышала про корреляцию между массой тела и когнитивными способностями. А там на самом деле дело в том, что если это особенно висцеральный жир, то он является гормонально активным. Что он делает? Он, во-первых, выделяет вещества, которые повышают артериальное давление. А артериальное давление в любом случае повышенное, да, артериальная гипертензия, это то, что разрушает мозг. Потому что это вот повышенное давление крови разрушает сосуды, которые кровоснабжают нейроны. Они перестают получать нормальное количество питательных веществ и кислорода. И, соответственно, что происходит? Во-первых, в моменте, да, человек начинает соображать хуже, но самое главное, его мозг начинает разрушаться. Да, и если это очень высокое давление, да, то это раньше называлось сосудистая деменция, например, даже. И в самом страшном варианте это будет то, что с Рузвельтом, да, может быть просто разрыв кровеносного сосуда с кровоизлиянием, с инсультом. То есть очень страшная вещь. То же самое касается сахара. Да? То есть сама эта жировая ткань, которая есть висцеральная, она повышает резистентность к инсулину, и у человека начинает расти уровень сахара в крови. Это может быть сначала преддиабет, а потом диабет второго типа. Но мы знаем, что обычно люди, они как-то спокойно к этому относятся, ну, мол, а что, ну, сахар в крови, ну, сладенькая кровь, да? Вот, на самом деле, глюкоза, она химически активна, поэтому она, во-первых, повреждает и эритроциты, и связывается с гемоглобином, нарушает его функции, то есть нарушает доставку кислорода, но она повреждает и стенку кровеносных сосудов. То есть это касается и зрения, и почек, конечно, да, то есть это вот ретинопатия, нефропатия, и, конечно же, это касается и сосудов головного мозга. Это, видишь, это, казалось бы, просто у человека есть лишний какой-то компонент жировой ткани, да, висцеральный. И плюс к этому она еще выделяет гормоны, которые относятся к половым гормонам, то есть это нарушает в первую очередь, конечно, половую функцию у человека, но это также они модулирующе влияют и на головной мозг, то есть они могут провоцировать или как-то модулировать психические заболевания, то есть, например, депрессию. То есть там это вот повышение эстриола может действительно быть фактором риска развития депрессии. Это может влиять на когнитивные функции и когнитивные способности и так далее и тому подобное. То есть
вот казалось бы, да, вот убрать, есть какой-то простой фактор, а столько больших проблем с ним связанных, которые тянут потом одна с другой. Огромное количество людей сегодня знакомятся онлайн. У меня лично множество друзей создали семьи именно так. Но знакомясь с новыми людьми по интернету, важно помнить о безопасности. Поэтому вместе с друзьями из дейтинга Ковер мы составили для вас рекомендации, которые могут вам помочь. Если на этапе фото у вас есть сомнение, что перед вами реальный человек, проверьте его через поиск по фото. Часто именно так можно распознать мошенника. Пообщайтесь в приложении, пока не почувствуете себя уверенно. Не спешите делиться личными данными и переходить в мессенджеры. Если человек в разговоре сразу начинает задавать слишком личные вопросы, особенно связанные с деньгами, об имуществе, о доходе, о месте вашей работы, это может быть тревожным звоночком. Не стесняйтесь заканчивать общение, если вы чувствуете себя некомфортно. Дошли до встречи? Супер! Для начала выберите какую-нибудь нейтральную территорию, где много людей. Пусть это будет выставка, концерт или стендап. Кстати, в Ковре, помимо анкет для знакомств, есть афиши мероприятий, можно сразу договориться, куда пойти. Афиша у ребят действительно богатая. Арт-ужины, научные лекции, концерты и многое другое. Отдельно круто, что в Ковре вопросами безопасности занимается целая команда. Ребята проверяют новые анкеты и блокируют мошенников. Плюс поддержка Ковра рассматривает все жалобы и банит недобросовестных пользователей. Ковер – это приложение для адекватного дейтинга. На площадке собираются люди, не просто заинтересованные в знакомствах, но и готовые активно проводить время. Скачивайте Ковер по QR-коду или по ссылке в описании. Адекватных вам и безопасных знакомств. Да, ну и, конечно, это нагрузка на сердце. Сердце начинает хуже работать, это нагрузка на почки, почки начинают хуже работать. Все это само по себе плохо еще, а представь себе это все вместе, да? И если организм уже не может нормально функционировать, то он уже не может обеспечить нормальное функционирование мозга, особенно если это в период каких-то таких пиковых нагрузок, да? Вот. Так что это очень важно, да, это сюда же относится да. в То есть целом... следим за весом. Да, следить за весом, там, правильно питаться, занятие спортом. Ну, занятие спортом, оно не только в плане того, что ты можешь контролировать вес хорошо. Это хорошо в плане того, что вообще физическая активность, она помогает мозгу работать. То есть это, во-первых, почему-то оказалось, что силовые тренировки, они лучше в этом плане работают. То есть если мы убираем там штанга или пробежка, то штанга лучше оказывается. Ничего себе. Для мозга лучше штанга. Да, то есть там было много работ, которые сравнивали, например, просто растяжку, аэробные какие-то нагрузки, да, там плавание, бег, танцы и, соответственно, силовые упражнения. Вот оказалось, что силовые упражнения все хорошо, да, то есть самое плохое это растяжка, да, но все физические упражнения хороши уже сами по себе, потому что человек, во-первых, из дома выходит, у него там социальные контакты, это то, что называется эостресс. Вообще эостресс это тоже очень важный, полезный фактор, то есть это полезный уровень новизны. Хороший стресс. Да, когда его слишком много, стресса, когда он хронический, он неконтролируем, это разрушает головной мозг. Но вообще отсутствие стресса, вообще отсутствие новизны, это также плохо, также ужасно. И социальные контакты, обучение чему-то новому, какие-то новые двигательные там, задания, типа танцев, это все супер полезно. Это очень классно и тоже помогает сохранить когнитивные способности. Но если к этому еще добавить силовые упражнения, то будет вообще хорошо. Да? То есть нормально, так вот, в нормальном ключе. И есть еще интересная вещь, это занятие музыкой. То есть очень много что сравнивали. Вот есть много мифов относительно того, что надо, там, не знаю, учиться писать левой рукой, если вы правша. Нужно учить иностранные языки, нужно много читать, нужно играть в шахматы, нужно заниматься, там, не знаю, решать кроссворды. Это все не работает. Да? Но исследования вообще когорты людей шотландская. Там они взяли десятки тысяч человек и просто следили за ними, как у них меняются когнитивные способности и чем они занимаются по жизни. С 11 лет до 84 лет. То есть смотрели, вот кто-то жил одной жизнью, там, не занимался спортом и не играл в шахматы, кто-то наоборот, там, и спортом, и за весом следил. И потом они стали смотреть, как вот те или иные факторы влияют на интеллект. И оказалось, что из всех факторов образа жизни, помимо вот то, что мы перечислили, связанное со здоровьем, очень сильно выделяется занятие музыкой. То есть если человек занимался музыкой, и чем дольше он это делал, тем больше у него будет именно прирост когнитивной способности вот в зрелом возрасте.
А уже изучено почему? Что такого занятия музыкой дают мозгу? Смотри, с одной стороны, конечно, можно сказать так, что это просто корреляция, да, корреляция не значит, что есть причинно-следственная связь. Да. И может быть получается так, что человек просто умный, он склонен играть на музыкальных инструментах. С другой стороны, смотри, мы знаем, что, во-первых, у музыки есть какие-то необычные волшебные свойства. То есть бывает так, что человек из-за инсульта, он утратил способность говорить. Это моторная афазия называется. Он знает, что он хочет сказать, он пытается сказать, но он просто мычит. Он такой... Может быть, многие встречали таких людей. Но если такому человеку попросить его спеть что-то, вдруг окажется, что он просто говорить не может, а петь получается. Берет и песню целую поет. Ого. Или бывают пациенты, у которых нарушается переход кратковременной памяти в долговременную, консолидация. И они, получается, живут в таком окошке 5 минут. То есть ты с ним общаешься, начинает нормальный разговор, он поддерживает его, но 5 минут заканчивается, знаешь, вот как щелчок. И все, и он забывает о всем, что было эти 5 минут. Он говорит: здравствуйте, кто вы? Да? Они так вот, что им не давай, они вот в этом узком окошке продолжают существовать. Но если это музыкант какой-то, например, попросить его сыграть какую-то фортепианную партию, окажется, что он садится, и пока он ее не доиграет, даже если она длится 10 минут, 15, 30 минут, он не останавливается. То есть, видишь, тоже какой-то необычный эффект музыки получается. С ума сойти. Это исследование такое было? Да, это очень много исследований. Есть недавно книжки вышли, типа «Музыка и мозг», по поводу таких пациентов. И Оливер Сакс тоже в свое время описывал человека, у которого была зрительная агнозия, то есть он видел предметы, то есть у него с глазами все было хорошо. Он мог описать, что он видит, то есть он мог сказать: так, я вижу что-то прозрачное, видимо, стеклянное, там какая-то жидкость, да. Но у него это не складывалось в какой-то общий образ, в образ стакана с водой. То есть там был такой забавный момент, что он как раз на приеме у невролога находился, и в какой-то момент доктор, мне пора уходить, и он так вот берет и хватает свою жену за голову и вот так вот пытается поднять ее. Она такая: что ты делаешь? Доктор, что ты делаешь? Он говорит: я думал, что это моя шляпа. Да, собственно, у Оливера Сакса, у него так целая книга называется, самая знаменитая его, да, человек, который принял жену за шляпу. И вот интересно, что он был музыкантом, он был учителем музыки. И когда он, соответственно, если просто положить вещи на столе, да, и он будет кушать, он ничего не сможет делать, да, потому что для него он ни вилка не понимает, где вилка находится, что является вилкой, да, где тарелка с едой. То есть он может за вилку принять свою жену опять, да, или за еду еще хуже. Но оказывается, что если он начинает напевать что-то себе, он вдруг начинает ориентироваться, то есть у него вдруг это все собирается в какой-то цельный образ. Плюс к этому, смотри, музыка — это мультимодальный навык. Именно когда ты сама играешь на музыкальных инструментах, ты одновременно должна и моторные центры включать, и зрительные центры, и слуховые, и ритм, и время, то есть и память какая-то включается, эмоциональный компонент. То есть мозг работает как будто практически целиком. И плюс это затрагивает височные доли, а мы знаем, что, например, болезнь Альцгеймера, она в первую очередь начинается именно с разрушения височных долей. То есть очень интересно, и вполне возможно, что здесь есть действительно какая-то причинно-следственная связь по-настоящему. Это окажет какое-то влияние, если вы уже в таком сознательном возрасте это начать? Или это нужно прям с самого Смотри, как детства? это обычно бывает, чем раньше, тем лучше, но даже если человек уже в сознательном возрасте, то да. Именно играть. Слушать бесполезно. Надо играть. Бесполезно, да? Да. Понятно. В общем, если резюмировать, следить за весом, за питанием, много и активно двигаться, лучше всего силовые тренировки и занятия музыкой. Смотри, еще эустресс, да, вообще, то есть какая-то новизна в жизни, и избегание, соответственно, хронического стресса, наоборот, дистресса, и сон, да, то есть сон супер важно. То есть спать достаточное количество. У разных людей это по-разному, но в среднем 7-8 часов. И самое главное, регулярное, то есть чтобы время отхода ко сну и пробуждения были зафиксированы. То есть вы можете спать днем, да, бодрствовать ночью, но самое главное, чтобы это было фиксированное время, чтобы график не менялся. Это самое вредное в этом плане.
Понятно, чтобы был постоянный режим. А вот так хочу коснуться каждого этого пункта. Вот насчет сна, то, что ты сказал. Мне всегда любопытно. Вот я знаю, что, например, не знаю, в каких-нибудь тюрьмах типа Гуантанамо даже есть пытка, да, отсутствием сна, где человека постоянно будут и не дают ему возможности спать. Вот. Что же делать, например, матерям в хроническом декрете, которые не спят там с первым ребенком, потом со вторым, потом с третьим? Означает ли это, что они безвозвратно теряют свои когнитивные способности, пока они не высыпаются в течение иногда, я не знаю, лет 10? Слушай, ну бедные матери, конечно, просто героини, потому что мы знаем, что там помимо, да, того, что они не высыпаются, это еще постоянный стресс, это вот такие Да. вот скачки гормонального фона. И действительно есть исследования, которые показывают, что на период беременности, потом кормления грудью и первых вот там вот лет воспитания ребенка идут структурные прямо изменения в мозге женщины. То есть они прям заметные, там особенно меняется размер гиппокампа, и это влияет, приводит к тому, что изменяются когнитивные способности. Но хорошая новость в том, что большинство этих изменений, они через какое-то время восстанавливаются. Да? То есть это, знаешь, было То есть исследование, это обратимо. Да, это обратимо, просто надо, ну, как там, сложный период закончился, да, там ребенок встал на ноги, уже там он более-менее самостоятельный, все, можно отдохнуть, выспаться, вот, и восстановиться. Что касается стресса, как стресс химически вообще выглядит в нашем организме? Что с нами происходит, когда мы испытываем стресс? Это зависит от того, что за тип реакции, да, но в общем это что? Это мобилизация ресурсов организма, это активация симпатической нервной системы. Она приводит к тому, что у нас ресурсы, они уходят от того, что нам не нужно, там, не знаю, чтобы победить медведя, это желудочно-кишечный тракт. Вообще, зачем нам переваривать пищу, да, это подождет. Печень, селезенка, почки, да, все замедляется работа этих органов. Оттуда кровь уходит, и она перераспределяется там, где она должна быть. Это что? Это легкие, это мышцы, сердце, да, то есть то, что нам нужно, чтобы, там, не знаю, убежать, догнать, победить. Зрачок у нас расширяется. Это все симпатическая нервная система. Приводит к тому, что у нас повышается артериальное давление, повышается приток крови, повышается приток кислорода. И одновременно с этим есть еще реакция, которая связана с гормональной системой. Это ось гипоталамус, гипофиз, надпочечники. Она приводит к тому, что у нас выделяется то, что это, там, гормон страха или гормон стресса, кортизол. И функция кортизола она заключается в том, чтобы повысить уровень сахара и жирных кислот в крови, и тем самым дать энергию, опять же, тем самым мышцам, легким, там, сердцу и так далее. И одновременно с этим подавляется иммунитет. И в этом есть смысл, да, потому что одновременно с этим подавляется воспаление. И это, наверное, логично, что вот если мы там деремся с медведем, он там поранил нас, окей, там, воспаление – это полезная реакция, защищающая наш организм. Но сейчас она нам не нужна, потому что нам не нужна боль, нам не надо, чтобы у нас коленка болела в моменте. Сейчас нам нужно убежать, одолеть, потом пускай вот мы придем в свою пещеру, отдохнем, все, пускай коленка воспалится. Вот. Но есть еще психологический компонент реакции на стресс, и он разный бывает, то есть он связан с чувствительностью, и на самом деле с некоторыми такими особенностями, вариациями вот как раз в том, что больше меняется, там уровень адреналина и норадреналина, такая вот реакция возбуждения такого там бей-беги, или больше связано с выделением кортизола, то есть такая реакция замирания, затаивания. И, во-первых, это зависит тоже от ситуации, в которой мы оказались, да, то есть где-то мы скорее замрем, как бы, да, застынем, и комок в горле появится, а где-то мы, наоборот, там резко, вот не подумав, куда-то полезем, там в драку в какую-нибудь. Но исследования показывают, что вообще можно вывести животных, и можно вывести людей, и они существуют, у которых есть какая-то вот именно полярность в этих реакциях. То есть кто-то всегда, в какой бы ситуации он ни оказался, будет бежать или драться, да, то есть он то, что называется, сначала сделаю, потом подумаю, да. А есть люди, которые тоже вот в любой ситуации, в какой бы они ни оказались, они всегда будут замирать, да, вот так вот. И это нейрофизиологи там, и те, кто занимается вот психологией таких состояний, называют это тип реакции А и тип реакции Б. И от этого зависит, ну, во-первых, поведение человека,
От этого зависит стремление человека в жизни, да, то есть те, у кого тип реакции А, они более конкурентные, да, они Мгм. чаще стремятся на какие-то лидерские позиции, им сложно вот так вот в новой обстановке, скажем так, адаптироваться, то есть они часто очень сильный стресс испытывают и теряются. Вот. Это, с одной стороны, это может быть хорошо, то есть в каких-то ситуациях это может быть здорово, там, опять же, какая-то, не знаю, крыша падает или пожар начался, нужно действовать, да? Да, Нужно не замирать, нужно все брать в свои руки и все, да? То же да, самое там конкурировать, мобилизоваться. это здорово, да? Там можно оказаться, там, не знаю, стать главой компании какой-то. Но понятное дело, что бывают ситуации, где это плохо. То есть, если у человека не получается, да, если вот не хватает у него способности, чтобы стать самым классным, самым крутым, он будет испытывать очень сильный стресс, это будет его разрушать. Особенно для таких людей характерны заболевания сердечно-сосудистой системы. Да, то есть они такие вспыльчивые, у них, соответственно, часто артериальная гипертензия может быть, очень часто повышенный риск инфарктов, инсультов и так далее. Вторая реакция, у них там обратная ситуация, да, то есть для них как будто более характерная история с тем, что не так активно участвовать в конкуренции, быть скорее таким на субдоминантных каких-то позициях, то есть это можно сказать так, знаешь, что А это там король, Б это его советники, да, но зато они легче переносят стресс, они лучше адаптируются к новизне, да, то есть, опять же, какая-то что-то новое появилось, какая-то новая технология, новая там обстановка. Это люди, которые вот как раз им будет это интересно, они начнут это все изучать, в это во все погружаться и так далее. И с другой стороны, вот для них характерно больше депрессивные расстройства, там тревожность какая-то повышенная, мнительность, вот, то есть скорее в сторону психиатрии. Слушай, ну вот возвращаясь к стрессу, ты просто все ситуации, которые ты описала, они прям связаны с какой-то активной угрозой. Там за тобой кто-то гонится, тебя кто-то ранил, там, я не знаю, ты в драке и все такое. Но мне кажется, что большинство людей в современном мире испытывает хронический стресс. Это как в этих мемах, знаешь, как убедить себя, что это просто рабочий имейл, а не за мной гонится тигр. Вот. То есть стресс мы испытываем больше от работы, от неприятных разговоров, от ответственности, от, я не знаю, обязательств, платить за квартиру, обеспечивать своих детей там, и так далее. Вот, это точно такой же стресс. То есть он точно так же выражается в нашем организме. Или Он как-то также, иначе. не, он, смотри, он хуже, потому что в реальности мы не убегаем, типа, от медведя в течение недели, да, там, или месяца, или там 15 лет. А оказываясь в социальных каких-то ситуациях, да, это может быть там абьюзивные отношения, это может быть сумасшедший, непонятный, непредсказуемый начальник на работе, да, это может быть какие-то проблемы со здоровьем тоже, там, что-то социально созданное, что создает именно хронический неконтролируемый стресс. И те механизмы, которые адаптивны, чтобы убежать от медведя, и они ничего плохого для нас не делают. Если они длятся там годами, они начинают уже разрушать организм. Да? То есть, ну, тот же кортизол, то есть, окей, нормально подавить иммунитет, чтобы подавить воспаление в моменте, да? Но если у тебя иммунитет подавляется в течение месяцев, Постоянно, лет, то у тебя что систематически. там чаще инфекционные заболевания, повышается риск онкологических заболеваний там, и так далее. То есть все в этом нарушается вообще, в принципе, какие-то анаболические процессы, то есть тебе сложно там, заниматься спортом, набрать мышечную массу, медленнее заживают раны, то есть еще уровень сахара в крови повышается, да, и это, понимаешь, только вот от хронического стресса получается. Еще одна, так сказать, болезнь нашего времени, то, чем мы всем занимаемся, я думаю, я про себя скажу. Каюсь, перед сном люблю полистать тиктоки, рилсы и получаю от этого большое наслаждение. Что такое систематическое времяпрепровождение может сделать с мозгом? Смотри, скорее всего, ничего плохого, да, то есть часто можно услышать про то, что рилсы, тиктоки, они разрушают мышление, разрушают концентрацию внимания, память. Есть это вот Ну да, термин что они клиповое сильно мышление. сокращают attention span вообще. Да, что вот есть клиповое мышление, есть там типа люди телевизор, люди книги, но тут до нелепого этот термин, он отсутствует вообще в зарубежной литературе. Он был придуман даже не врачом, даже не нейробиологом, не психологом, а философом. Просто человеком, который не имеет профессиональной компетенции, у которого не было проведено каких-либо исследований, еще чего-то. Просто человек взял и вот своей интуиции, то, как он понимает мир, он решил, ну так точно и есть, и все. Обосновывать он не пожелал каким-то это образом. Вот. Но из этого родился миф.
того, что это все разрушает. Когда стали проводить работы, да, многие говорили, ну да, смотрите, вот те люди, которые смотрят много тиктоков, они одинокие, у них проблемы с учебой, у них проблемы в отношениях, у них там низкие зарплаты, еще что-то. Но можем ли мы вывод сделать, что ТикТок разрушает жизнь? Очень много людей, которые говорят, что там просмотр контента для взрослых тоже разрушает жизнь, что ТикТок разрушает жизнь, все разрушает жизнь. Да? Но это все равно, что если вот мы на улице встречаем человека в рваной одежде и считаем, что он на улице оказался, потому что он надел рваную куртку, да, сегодня с утра. Нет, это оказывается наоборот, что если ты одинок, если у тебя очень много стресса в жизни, то ты будешь пытаться от него как-то сбежать. У тебя будет смещенная активность включаться, такой эскапизм. То есть тебе плохо, и ты такой, я хочу забыться. Кто-то забывается в алкоголе, кто-то забывается там, поедая сладости с мороженым, а кто-то забывается вот так вот, листая бесконечно ленту ТикТока, которая бесконечная, да, и ты можешь бесконечно в это погрузиться, как такой транс. Но дело не в том, что человек подсел на это. Дело в том, что вот у него есть какой-то стрессор, очень сильный в жизни, не избавившись от которого, у него эта вот смещенная активность не пропадет. То есть заберем у него телефон, знаешь, было недавно исследование, где там вот люди сидели на работе, и они сами там записали, что мы часто отвлекаемся. Отвлекаемся в телефон, и было две группы. У одной телефон забрали, а другой телефон оставили на столе. И просто смотрели, кто будет больше отвлекаться. И вот как ты думаешь, какая группа больше отвлекалась в итоге? У кого телефон на столе? Оказалось, что разницы не было. Просто Не было никакой. Да, просто те, у кого был телефон, они в телефон залетали. А те, у кого не было телефона, они отвлекались каким-то другим способом. То есть они там браузер открывали, там YouTube смотрели, в окошко смотрели, да, там вставали, куда-то уходили. То есть проблема не в том, на что человек отвлекается, а то, почему он отвлекается. И вот самая частая причина, почему люди отвлекаются, это потому что это у них попытка вот такого эскапизма во что-то стабильное, что им стабильно приносило положительные эмоции. Сейчас им очень плохо, но вот хочется как-то это заглушить. Это. Единственный способ с этим справиться, это вот это вот убрать то, от чего им плохо становится, понимаешь? Вторая история, она связана с тем, мы, кстати, вот с коллегами из Института психического здоровья хотим провести исследование именно проспективное, то есть вот не просто там на улице подойти, да, там к человеку спросить, как ты живешь, сколько ты смотришь тиктоков, а именно вот взять группу людей, одна, которая много будет смотреть, другая будет мало смотреть, и потом сравнить, что с ними будет, с их когнитивными способностями, да, это было бы через интересно. несколько месяцев. Да, потому что это пока такого исследования нет, вообще говорить об этом бессмысленно на самом деле. Но есть еще один компонент с этим связан, это привычка. То есть мы знаем, что вот сомнологи очень важную мысль подчеркивают. Наверное, вот сомнологи, которые у тебя тоже были, они тоже, наверное, про это говорили, что в постели очень важно заниматься только сном. Потому что если ты занимаешься чем-то еще, если ты там ешь, читаешь книжки, в телефон залипаешь, да, работаешь, то у тебя будет формироваться привычка, у тебя будет ассоциации формироваться, да, ну, если угодно, можно назвать условный рефлекс, да, и залезая в кровать, ты вместо того, чтобы, лечь на подушку и заснуть, ты, телефон, да, и ты начинаешь уже автоматически, то есть это практически Как бы перестаешь действие. воспринимать кровать как место для сна. Да, да. Это место да. для развлечений. Да. Вот, но если я, например, тоже в своей жизни так сделал, просто взял, убрал все, то есть я, если ложусь в кровать, все, я сплю. Да? И оказалось, что стоит вот это просто это сделать, и действительно, когда человек заходит, лучше вообще даже иметь отдельную комнату, где только спишь. Да? Стоит тебе зайти, все. Это, знаешь, кстати, как у маленьких детей. То есть даже работает, если вот что-то делать в кровати и в месте, где там они должны спать, что-то еще, там играть, там, особенно перед сном, да, то сложно потом уложить ребенка спать. Да? А если вот просто будет какая-то комната, в которой мы спим, в которой еще темно, да, приходишь, кладешь, и он такой, ну, спим так спим, да, то есть как будто бы организм ребенка, он говорит, ну все, да, точно, это, знаешь, как с этими, с попугаями. И каждый человек может у себя примерно такую привычку выработать. И это же касается рабочего места, да, то есть человек, часто у многих есть ритуалы, знаешь, они там садятся, и сначала первое, что они делают, они такие, так, сначала чекаем все соцсети по очереди, потом открываем YouTube, смотрим, что там интересного на YouTube есть, потом там еще что-то, и только после этого садимся работать. Но получается так, что вот пока там эти все ритуалы пройдут, во-первых, человек потратит там час-два, во-вторых, он устанет. То есть очень важно понимать, что
все-таки это занимает у нас какой-то когнитивный ресурс. То есть у нас у всех есть батарейка. Да, вот как раз ты говорила про attention span, да, вот это вот про способность концентрироваться на чем-то в течение какого-то времени. И вот мы можем это делать ограниченный период в течение дня. Потом нам надо отдохнуть, нам нужно прям, правда, там лечь, поспать, чтобы это восстановить, эту батарейку. И поэтому, если мы открываем там социальные сети и правда там вовлечены в то, что там происходит, да, там смотрим подкаст, читаем новости, социальные сети, там TikTok, то мы устаем, наш этот когнитивный ресурс тратится. И потом уже на работу у нас ничего не остается. Поэтому вот по-хорошему нужно те же самые вещи делать, то есть вырабатывать у себя полезные привычки. Например, можно, опять же, выделить себе специальное место для работы. Кто-то может там в коворкинг, знаешь, уходить, кто-то может в кафе идти работать. Потому что у многих, во-первых, ассоциация сел дома за компьютером, нужно еду взять обязательно, а во-вторых, там не работой заниматься, а развлечением каким-то. Вот так. Или домашними делами. Да, или домашними. Это хорошо еще, если домашними делами, да. Ты много говорил о том, что социальные связи тоже очень важны. То есть, когда ты выходишь, общаешься с людьми и так далее. Почему одиночество плохо для мозга? Потому что мы вообще социальный вид, да, то есть на самом деле социальных видов их не так уж и мало, но и не так уж и много. Потому что, например, знаешь, вот интересно такое забавное наблюдение, что нам кажется, что кошка что-то сделала плохое у нас в доме, и мы ее наказываем тем, что мы перестаем с ней общаться, как бы начинаем ее игнорировать. Вот исследования показали, что часто кошки это воспринимают, наоборот, как похвалу. Награду. Да, награду. Такие, наконец-то. Что я такого сделала? Да, что я сделала, что он вот так вот мое пространство личное начинает уважать, наконец-то, да? Вот. И они, наоборот, такие вот одиночные животные, они испытывают некоторый дискомфорт, если слишком много кого-то вокруг них, особенно в очень близкой дистанции, да? Мы, как социальное животное, для нас самое страшное, это как раз если нас изгоняют из стаи. Да, то есть для человека древнего это было равносильно смерти, потому что один ты не выживешь, ты не тигр, да, ты можешь охотиться, ты можешь добывать пищу, защищаться от врагов только в группе. И, соответственно, наш мозг, он очень сильно перестроился. На самом деле мы, наверное, самое социальное животное, которое вообще существует в животном мире, да, потому что у нас группа огромная, там, тысячи человек собираются, там, десятки тысяч, миллионы человек. И наш мозг изменился, знаешь, вот это интересно, что когда я на лекции там рассказывал про социальный мозг и прочие вещи, вот я говорю, то есть вот вы сейчас сидите здесь, там, 100 человек, да, в одном месте, друг с дружкой, незнакомые. Вот если бы я попробовал сделать то же самое с шимпанзе, ну даже прям вот рассадил бы их вот так вот, минуты бы не прошло, они бы начали уже драться, там, бить друг друга, да, то есть для них это невозможная ситуация. А у нас так мозг устроен, у нас меняется уровень ацетилхолина, он снижается, да, повышается уровень дофамина, серотонина, что... От присутствия других людей у нас повышается. Да, в целом наша эволюционность, наш мозг сравнивает там с шимпанзе, там, тем более не человекообразными обезьянами, то вот такой тренд есть эволюционный, что это помогает действительно нам быть более социальными, более комфортными, более толерантными к другим особям, мы с интересом к этому относиться. Вот. И да, ты правильно сказала, что вообще социальное взаимодействие, во-первых, для нас это очень важно. То есть для нас это как раз очень сильный стрессор сам по себе всегда, потому что это очень важно. Там, не знаю, объекты окружающей среды, это интересно, там другие животные это интересно, но другие люди это вообще супер интересно, да? И это вызывает у нас, там, если у нас есть хорошие контакты с кем-то, это повышает наш иммунитет, это увеличивает нашу продолжительность жизни. Например, тут связано с таким гормоном, как окситоцин, который как раз помогает работе иммунной системы, помогает бороться со стрессом. Часто называют гормоном любви, на самом деле он, знаешь, такой гормон скорее свой-чужой. То есть он усиливает нашу любовь и дружбу внутри нашего коллектива, но зато мы больше начинаем ненавидеть чужаков. Вот такой парахиальный альтруизм развивается. Вот. И поэтому, да, нам становится хорошо, нам становится классно.
Есть вот это, знаешь, там исследование, которое показало, что если люди просто обнимаются, им уже от этого становится хорошо, и там, знаешь, там всякие типа нормы обниманий в течение суток должны Мгм, быть мгм. определенные, да, иначе все, конец. И это же касается, когда люди просто смотрят друг другу в глаза, общаются, это тоже классно, да. Я хотела просто сказать, что люди же тоже разные бывают. Более интровертированные, более экстравертированные. Если я знаю людей, которые не получают такого огромного удовольствия от общения с другими. Да, С чем это связано? есть, соответственно, вообще есть люди, у которых шизоидное расстройство, да, которые им, наоборот, контакт с людьми, они вызывают дистресс. То есть у них нет потребности общаться с людьми. То есть это вот история про то, что человек работает на маяке, да, там с собакой живет, и все такие: Господи, как ты, ужас, какая страшная жизнь, как ты живешь на маяке. Да. А я бы сказал, ну, это вообще замечательная работа, да? То есть, как бы он сам счастлив. Он говорит, ну, наконец-то от меня отстали все, да? И это действительно говорит о том, что здесь тоже есть разная потребность у разных людей. И плюс еще вот, когда мы говорим про интровертов и экстравертов, там больше разницы даже не в а, потребности, да, а именно в том, что дает человеку общение. То есть люди экстравертированные, они как будто бы заряжаются от общения с другими людьми, и их такая, знаешь, там, не знаю, батарейка счастья, она разряжается, когда они не общаются. То есть вот когда была пандемия, у меня знакомые были, которые говорили, это самое страшное время в моей жизни. Я так соскучился там по всем. Ну, то есть это вот буквально такая интересная ситуация, которую я не могу понять, например, совершенно, когда человек говорит, вот хоть бы с кем-то встретиться, давайте хотя бы вот любую прям устроим вечеринку, любую, с любым человеком, хоть бы просто, чтобы с кем-то пообщаться. Вот так. Я вообще это вот не могу понять. Да? А для меня, наоборот, там, период пандемии, это был, знаешь, вот самое лучшее время жизни, там, никуда не надо выходить, там, ни с кем общаться. Но, с другой стороны, заметно, что интроверты, они в том числе, они могут устанавливать зато более долгосрочные и более глубокие контакты, чем экстраверты. И это может быть разгадкой. То есть, знаешь, интроверты просто больше вкладываются в общение. То есть для них больше, вот, знаешь, это люди, которые не могут в small talk. То есть они не могут так вот, знаешь, просто поверхностно обсудить погоду. Они, если ты с ними начинаешь общаться, они что? Они начинают там, в какой-то момент они там на какие-то сложные философские вопросы, достаточно откровенно про себя, свою жизнь, но это требует вложения, да, то есть это как бы это серьезный разговор, понимаешь, серьезная инвестиция. Экстраверты так не делают, да, экстраверты, они вот так вот на поверхностном уровне это сохраняют. И получается так, что интроверт действительно устает от общения, он не может общаться с большим количеством людей, ну, ты не можешь поддерживать такие вот глубокие доверительные отношения, там, не знаю, сотни человек. И, возможно, это как раз объясняет, почему у нас разные потребности в этом. Плюс отдельно вообще стоит это социофобия. Да? То есть бывает так, что у человека это то, что путают с интроверсией, да? То, что путают с шизоидией. То есть такие, ой, он боится, у него там руки дрожат, голос дрожит, он боится публичных выступлений, он боится с людьми говорить, еще что-то, он не приходит на вечеринки. И называют это интровертом. Это не интроверт, это вот именно социофобия, ну или социальная тревожность, такая скромность в более легкой форме. Да, это что? Это не зависит от того, хочет человек общаться или нет. Очень часто бывает так, что эти люди, они как раз экстравертированы, им хочется общаться с людьми. Но это связано со страхом общения. То есть у них общение вызывает очень сильный стресс с любым человеком. Это может быть иметь какие-то там объективные причины, знаешь, то, что там у человека есть какие-то дефекты внешности или дефекты речи или еще что-то, что изначально вот привело к тому, что там над ним смеялись, у него что-то не получалось, он это запомнил, теперь ему страшно, что там, не знаю, как я подойду там познакомиться с девушкой, у меня дефекты речи. Да? Она это заметит, она скажет, ты что, картавый, там будет смеяться и все такое. Вот. Но бывает так очень часто, что у человека все хорошо, и он нормально общается. Но для него это настолько сильный стресс, что в момент разговора он может прям там замолчать, не знаю, там дрожать начать, у него там бледный стоит или наоборот красный. Вот. И, естественно, во-первых, такому человеку будет сложно общаться с окружающими, они тоже будут это замечать, что он какой-то необычный. И он будет избегать общения с людьми. Да? Слушай, знаешь, хотела спросить тебя еще о таком диагнозе, о котором сейчас очень много стали говорить в последнее время, и прямо его много слышно, и его и в интернете много обсуждают, СДВГ.
и часто его стали диагностировать детям. Есть ощущение, что, я не знаю, еще лет 10 назад о нем вообще ничего не было слышно. То есть, во-первых, что это такое, а во-вторых, почему сейчас этого стало так много? Это какая-то, я не знаю, мода, веяние или просто современный мир способствует развитию этого состояния, этого заболевания? Это синдром дефицита внимания гиперактивности, то есть там раньше и гиперактивность, сейчас просто вот так называют это. Это состояние, которое заключается в том, что у человека проблемы с концентрацией внимания, как раз вот отвлечение частое. То есть вот это очень характерно для некоторых детей. Да, то есть в целом этот диагноз, он детский, то есть он должен ставиться в детстве. Связано с тем, что ребенку сложно усидеть за партой, ему, конечно, наведите просто у специалиста, там этот ребенок, он уже там будет переворачиваться на стуле, вставать, там куда-то подходить, что-то трогать, куда-то там отвлекаться, да. Ну, это прям до такой степени, что это прямо диагноз. То есть это не просто особенность, но бывают дети более усидчивые, менее Чтобы, да, усидчивые. чтобы вы понимали, люди вот часто говорят, вот, знаешь, у меня был там знакомый, который говорит, вот, я работаю, мне 21 год, я там работаю 7 дней в неделю, и 6 дней в неделю, получаю $8000. А мои коллеги, они работают 7 дней в неделю, они получают 10. Вот я не могу себя заставить 7-й день работать. У меня, наверное, проблема, наверное, у меня СДВГ. Да? Я говорю, слушай, ты не понимаешь, что такое СДВГ? СДВГ – это когда ребенок не может школу окончить. Потому что он не может даже вот программу начальной школы усвоить. Не потому, что у него когнитивные нарушения, а потому, что он настолько неусидчивый. Да? То есть, что он действительно не может себя заставить что-то делать, учиться, да, либо, ну, то есть это вот на уровне большой-большой проблемы. То есть это прям экстремальная невозможность сосредоточиться. Да, это экстремально. То есть это вот прям сосредоточиться или вот эта вот гиперактивность, которая, да, то есть есть разные формы, есть когда чисто дефицит внимания, есть когда и то, есть тогда, когда в большей степени гиперактивность какая-то. Вот. В целом... Ну, то есть вот эти все, знаешь, когда сейчас в последнее время там листаешь опять тиктоки, рилсы, там, ты просто не знал, что у тебя СДВГ, или там, если ты делаешь вот это, то у тебя СДВГ. Это все вообще из разряда Ну, полной это да, попсы это и просто модный ненаучной диагноз. истории. Раньше, знаешь, там шизофрения была модная, потом биполярно-аффективное расстройство, сейчас потом РАС, сейчас СДВГ, то есть все находят в себя что-то, но всегда можно сказать, что мы на самом деле находимся, опять же, на спектре. То есть есть люди, у которых прям все очень хорошо, может быть, вот даже все слишком хорошо в плане концентрации внимания. Всё Есть люди вот слишком хорошо. с СДВГ, а есть люди посередине, да, и мы знаем, что причем в разный период жизни мы можем тоже быть по-разному с тобой усидчивыми. То есть если у нас все хорошо в жизни, нету стресса какого-то внешнего, мы выспались, мы нормально покушали, мы будем более усидчивыми, чем если у нас сильный стрессор какой-то есть. Ну, знаешь, вот представь себе, да, человека, там у него жизнь рушится, да, может ли он сесть просто, там, не знаю, книжку почитать, да? Нет, он будет постоянно ее там закрывать, отвлекаться, да. То же самое связано с воздействием каких-то психоактивных веществ на человека, тоже может менять его импульсивность, делать его более импульсивным. Там какие-то заболевания, травмы, недосып и так далее, и так далее. Да? Вот, но мы вот, соответственно, на этом спектре все находимся. Но, естественно, не у всех есть СДВГ. Вообще вот эта идея о том, что часто люди ретроспективно ставят себе диагноз, потому что он же детский все равно. И когда приходит взрослый человек, ему говорят, ну как так? А что, вы не знали до этого, что ли, что у вас СДВГ? И начинают рассматривать его детство, и вот вроде как находят там, что есть какие-то признаки того, что да, в детстве, видимо, действительно были такие проблемы серьезные, что это СДВГ. Но к этому скептически относятся, потому что, понятное дело, что у нас нет доказательств того, что там в детстве было. Человек может, там, его родители могли что-то преувеличить, да, что-то придумать, сами того не осознавая, ложные воспоминания. Вот. Но есть такое отдельное как бы, отношение к этому, что есть не СДВГ, но есть просто изменение нашего образа жизни. То есть, что в какой-то момент там, детство, школа – это тяжело, но это не так тяжело, как какие-то задачи, которые требуются там уже на работе от человека, там, в офисе, предположим. И это требует от него настолько большой концентрации, что это как бы уже, знаешь, у него случается декомпенсация, что проявляются вот какие-то эти особенности, которые не были заболеванием, и с которыми он нормально жил, но он просто в настолько оказывается конкурентной, сложной среде,
что бац, и вдруг становится это заметным. Что я, например, как мама пятилетнего там ребенка могу сделать для нее, чтобы обеспечить ей вот хорошее, классное развитие здорового, эффективного мозга и вообще человека? Слушай, ну я не специалист по педагогике детской, да, и не детский психолог, но я тебе могу сказать с точки зрения вот того, что известно из нейробиологии и медицины, это, во-первых, есть такая вредная книга, это там «После 3 уже поздно», знаешь, это история про то, что... Вредное. Да, потому что это псевдонаучная концепция о том, что детей надо очень сильно загружать, потому что потом они уже не будут обучаться. Но на самом деле мы знаем, что есть разные критические периоды развития. То есть когда-то, да, там одна система мозга созревает, когда-то другая. Они в разное время созревают. И для разных вещей есть, знаешь, всему свое время. Когда там 3-летнего ребенка начинают заваливать, там, чтобы он учил китайский язык, шахматы, на скрипке играл, еще там тэквондо занимался, это ничего, кроме дистресса и там удовлетворения каких-то амбиций родителей, принести не может, потому что ребенок, наоборот, он получит нервное истощение, ему будет тяжело, у него это все отвращение вызовет, он вместо нормального детства, нормального развития, он получит какие-то странные вещи, тем более, знаешь, у него будет всегда висеть камень того, что он не оправдал надежды. Они думали, родители, что у них вундеркинд, а он не вундеркинд оказался, и все, и как ему с этим жить теперь дальше? Родителей подвел, сам, оказывается, он ничего из себя не представляет, ужас. Да? Поэтому здесь вот первое – это взаимодействие с ребенком, да, то есть чем больше времени родители проводят с ребенком, тем это лучше в любом случае. Это такой самый важный позитивный факт. Второе – это, соответственно, добавить какой-то компонент эостресса, то есть если ребенок будет заниматься музыкой, там, спортом каким-то, шахматами, изучать какой-то иностранный язык, танцы, это здорово. Просто надо сделать так, чтобы это было в разумных количествах. Не так, чтобы он просыпался там, в 8 утра и до 8 вечера, нет. Вот можно предложить выбор какой-то, да, чтобы там попробовать это, что на самом деле нравится. Да? Вот. Понимать, что способности меняются, да, то есть, что там ребенок может в детстве там, показывать какие-то феноменальные художественные навыки, но это не значит, что его надо обязательно отправлять там, в художественную школу, заставлять его становиться художником. То же самое, как с музыкой, с шахматами. Да? То есть важно понимать, что это сложный период, и там что-то понятно становится вот только к подростковому возрасту, а то и после него. Да? Ну, то есть вот с этим ранним развитием тут очень важно найти просто баланс какой-то, потому что Да. полное отсутствие этого плохо, перегруз это плохо, нужно к своему ребенку просто подобрать какое-то такое вот количество, которое тонизирует и стимулирует его развитие, но не перегружает при этом. Да, и чтобы ему самому было интересно, то чтобы он такой вспоминал, вау, какое у меня было классное детство. Да. А сюда же, конечно, это вот там спорт, правильное питание. Есть много работ, которые показывают примерно вот следующее, что количество жировой ткани, вот именно клеток жировой ткани, которые формируются в детстве, оно потом остается постоянным на протяжении всей жизни. То есть, грубо говоря, если ребенок набирает избыточную массу тела в детстве, ему потом сложнее будет поддерживать свой вес в норме уже когда он будет взрослым человеком. Поэтому здесь, опять же, следим за весом, там диета, все вещи. Ну и вот мы говорили про занятия музыкой, можно вот отправлять, пускай сразу уже прокачивать свои когнитивные способности. Предпочтения по инструментам существуют какие-то или вообще все равно? Это отдельно не проверяли, да, то есть сложно сказать, потом просто брали все музыкальные инструменты, да, поэтому непонятно, какие из них. Вот, это уже на усмотрение ребенка, чтобы он сам все выбирал, что ему нравится. Ты играешь на каких-то инструментах? Не, я вот вообще, у меня со слухом музыкальным большие проблемы, мягко скажем. Вот. Да, ну и меня никогда не отправляли просто учиться. То есть я сам специально никогда не учился играть на музыкальных инструментах и чувствую, что зря. То есть я уже, вот, знаешь, в свете последних данных, которые есть на эту тему, я уже задумываюсь. А что касается, например, компьютерных игр? Можем ли мы поставить на этом такую печать, что это вредно, или тут надо конкретно разбираться? Я знаю, что ты, например, играешь в доту. Ну, я играл, то есть я уже, знаешь, лет 7, наверное, не играю, да, но... Да? Да, то есть у меня был период, действительно, когда я очень много времени там и полупрофессионально этим занимался, и у меня какое отношение к этому? Во-первых, современные данные, они показывают, что вреда от компьютера для детей нету.
И было исследование, которое показало, что, наоборот, те подростки, которые больше времени проводят за компьютером, чем их сверстники, которые там с телевизором, например, или что-то еще делают, они лучше успевают в школе, у них выше когнитивные способности, они более зрелые во всех отношениях и так далее. Конечно, я бы не стал бы это интерпретировать так, что ого, надо всем компьютеры раздать, да? Скорее, это просто так, что дети, которые более зрелые, у которых выше интеллект, у них соответствующие потребности, да, там, в информационном пространстве, то есть им уже не так весело просто пойти, не знаю, в футбол поиграть, когда есть там интернет безграничный, когда есть компьютерные игры какие-то, которые там новые миры для тебя открывают, киберспорт, я уж не говорю, и так далее, и так далее. Вот, скорее всего, такая связь. Да, ну и здесь есть некоторый компонент, который связан с поведением, то есть было показано, что дети, которые играют в компьютерные игры, у них ниже уровень агрессии и импульсивности какой-то. То есть, Ниже? да, то есть, ну, знаешь, раньше страшилки были, что он там пойдет, там, не знаю, в Quake там, или в Doom будет стрелять, а потом он на улице тоже захочет кишки там эти устроить. Нет. То, что на самом деле и логично, и вот из здравого смысла вытекает, да, что это, наоборот, способ такого разрядиться немножко, да, то есть там, предположим, ребенок, он подвергается буллингу в школе, у него все плохо, как ему, собственно, стресс сбросить свой? Да, он, конечно, может там заниматься каким-то спортом, это тоже хорошо, и, там, не знаю, боксом, еще что-то. Но, с другой стороны, там может поколотить кого-то на тренировке, тоже может быть не самый лучший вариант. А тут он пришел, взял там, поиграл в какой-нибудь Counter-Strike, все, отдохнул и сбросил эти негативные эмоции. И, кроме того, есть такая версия, что в целом современная среда, она не очень подходит нашему мозгу, нашей нервной системе, потому что все-таки вот это интересно. Наш мозг, он очень медленно меняется. То есть биологически мы вот, что было 100 тысяч лет назад, что сейчас мы практически то же самое. Но культура-то очень сильно изменилась. Жизнь вообще совсем другая стала. Если раньше там, не знаю, какой-нибудь подросток, чем он занимался там, в 17 лет? Он бегал, охотился на мамонта, да, там какие-то похожие, то есть у него там были какие-то, может быть, войны между племенами, он там в них участвовал. Что это за активность? 17 лет он, может, уже женился и семью растил. Да, может быть, у него уже семья там есть, да-да-да, то есть это все, опять же, вот укладывается во что? То есть какие-то короткие взаимодействия, которые приносят результат. Тем более взаимодействия такие, знаешь, коллективные, когда там вот коллектив мужчин собирается, они идут на охоту, решают какую-то совместную задачу, там, парахиальный альтруизм цветет, мы вперед, там, все это там какие-то наносят на себя опознавательные знаки, там, делают себе там какие-то, не знаю, даже шрамы себе наносят, метки, да, все вот мы вперед против чужих, да. А сейчас в современной жизни этого нет, да, то есть мы видим, что сейчас что там, в школу ходишь, учишься там, где это в повседневной жизни у человека есть. Этого нету. И, соответственно, отсюда там и субкультуры возникают, то есть, что поскольку есть какая-то потребность в такой вот групповой самоидентификации, но не хватает вот этого мандража, знаешь, вот не хватает этого какого-то действия коллективного, да, там, чтобы взять, добиться чего-то, какой-то цели, пойти захватить что-то. И здесь выходом является либо спорт коллективный, да, там, футбол, волейбол, баскетбол, либо компьютерные игры, да, потому что компьютерные игры как раз они позволяют взять, там, собраться командой какой-то и чего-то достичь. Вот. Более того, это еще, знаешь, получается такое объединение социальное, то есть там ребенок из какого-нибудь маленького города, у него, может, друзей там нет, а вот в сети он там нашел себе красную команду, они там вообще 10 лет дружат, и все у них хорошо. Поэтому в этом плане сейчас все переключились, понимаешь, с компьютера, потому что оказалось, что и для подростков ничего страшного в компьютере нет, конечно, в компьютере, как говорят, нету. И для пожилых людей, те пожилые люди, которые сидят за компьютером, у них в целом когнитивные способности снижаются медленнее, чем у тех, кто не пользуется компьютером. И переключились на гаджеты, да, тоже и все такие, интересно. все, значит, ладно, с компьютерами не получилось, зло в гаджетах. Сейчас мы там все это, все мобильные телефоны и все эти вещи. Ну, вот с ними та же самая история, да, то есть, что оказалось, что и пожилые люди, которые гаджетами пользуются, они умнее, да, и у них меньше риск Альцгеймера. И дети, то есть, в принципе,
страшил, ну просто есть у людей, знаешь, потребность попугать. То есть я уверен, что когда там письменность появилась, тоже люди говорили, что вы там сейчас книжки будете свои читать, у вас мозг усохнет, да? Или радио появилось тоже, там те, кто радио слушают, у тех мозг усыхает. Ну вот сейчас появились мобильные телефоны, естественно, там пожилое поколение такое, эти телефоны сидят со своими там мемы смотрят, тиктоки. Да. Но мне кажется, это неизбежно. Мы тоже в свое время будем с тобой, там, когда что-то появится, не знаю, какие-нибудь нейроинтерфейсы, мы будем говорить, эти нейроинтерфейсы, они там им мозг разрушают, там же электроды, вы что, представьте. Еще с тобой запишем. Знаешь, там через 40 лет будем с тобой сидеть, тоже так ворчать на следующее поколение. Вот и вспоминать, какие были хорошие времена, когда был только iPhone и iPad. Да, я скажу, iPhone, у нас есть люди, у них они айфоны, люди айфоны, понимаешь, там вот это сложно, там это все, вот надо руками было нажимать там что-то на экран. Да, сейчас надо было мыслью, как-то применить себя. Да, это же двигательная активность. легко. Это вот, а сейчас они деградируют, посмотрите на их лица, да, вот. Да, точно. В компьютерной игре ты играешь, ты общаешься, ты, я не знаю, там что-то ищешь в интернете. Но когда ты, например, просто смотришь, если дети очень много экранного времени проводят перед, я не знаю, смотрят мультфильм или еще что-то, есть ли исследования, которые реально показывают, что это оказывает плохое влияние на мозг? Смотри, это есть корреляционные исследования, которые покажут, что это плохо с телевизором особенно. Но мы с тобой, наверное, уже можем догадаться, почему. Потому что обычно, когда дети смотрят телевизор? Когда родители не хотят с ними проводить время. Они просто включают телевизор и такие, ой, смотри свои мультики, и уходят от них. И здесь проблема в том, что дети мультики смотрят, да? А дело в том, что они, кроме этих мультиков, ничего не получают. То есть они не получают там взаимодействия с родителями, какой-то игры, там еще что-то. Все, их единственное развлечение — это вот так вот сиди и смотри на этот экран, да? Ну, понятно. Ну, то есть это как скорее какой-то симптом просто ситуации, там, Это я не знаю, в семье и да, вообще в их да, жизни, да. но не так, что конкретно просмотр телевизора какое-то очень долгое время может прямо оказать какое-то катастрофическое влияние на мозг. Есть наша офтальмологическая версия, но это надо проверить как раз, но офтальмологи часто говорят о том, что наша зрительная система, она настраивается относительно того, на каком расстоянии мы взаимодействуем с миром. Да? То есть, грубо говоря, если ты вдаль куда-то смотришь, там, живя с коровами в деревне, у тебя будет нормальное зрение. То есть у тебя аккомодация, при расслабленной аккомодации ты видишь как раз четко вдаль. Но если ты с телефоном взаимодействуешь или с книгой, то твоя зрительная система такая, ага, важные вещи находятся ближе. И значит, нам нужно сделать так, чтобы наш при расслабленном глазе, скажем так, при расслабленной аккомодации, мы видели четко именно вот на этом расстоянии, там, 50 сантиметров, грубо говоря. И развивается близорукость, да, то есть такая вот миопия. Но это такая, знаешь, древняя полубайка, потому что, с другой стороны, мы знаем, что очень часто близорукость, она наследственная все-таки, да, она генетически передается. Да. То есть, ну, это надо уточнить, этот момент, то есть надо... Тут, знаешь, сложно провести исследование. Ты же не будешь такой подходить к людям и говорить, у нас есть идея для клинического исследования, давайте мы сейчас ваших детей будем подвергать опасному воздействию, которое может вызвать у них близорукость, и посмотрим, будет это или нет. Ну, кто из родителей согласится на это, да? То есть это безумие. Да. Поэтому мы, наверное, здесь, правда, до конца не узнаем. Вот. Остается только вот на какие-то корреляционные исследования ссылаться. Сколько у ученых ограничений бесконечных этических. И то Да. не проверишь, и это не проверишь. Ужас, скажи, вот кошмар. Это общество, это мораль, понимаете, ужас. Если у меня хорошая память, означает ли это, что у меня в целом мозг в классном состоянии? Или это не равно вообще, и это ничего не значит? Смотри, тут надо смотреть во-первых, часто гиперамнезия – это плохо, потому что гиперамнезия – это как раз люди, они часто относятся к так называемым савантам. То есть, значит, что они действительно могут там вспомнить любой день своей жизни и сказать, что там происходило, это можно все верифицировать. У них там еще замечательные могут быть какие-то дополнительные математические способности, они могут складывать, там, умножать 20-значные числа между собой. Ты можешь написать им там совершенно рандомные какие-то слова, буквы, они это все запомнят, но при этом они не могут социально адаптироваться. То есть это люди, которые не могут там даже одеться самостоятельно, пищу принимать самостоятельно. То есть они такие социальные бытовые инвалиды в другом. И у них, соответственно, остальные, то есть вот казалось бы, да, вот есть люди, которые могут так вот взять учебник по математическому анализу, так вот его пролистать, и запомнить любую страницу. То есть ты ее спроси, они тебе прям буквально по странице скажут, что там написано. И казалось бы, какая у них проблема
получить 40 высших образований. Да? То есть они могут за 1 год получить все высшие образования, да, может быть, даже быстрее. Но они этого не делают. Почему? Потому что как раз память есть, но у них не работает система анализа информации. То есть они могут очень много информации запомнить, но они как будто бы не могут из нее вывести суть. Осмыслить как-то. Да, они не могут вычленить из нее главное. И есть идея, что как раз вот это 2 таких процесса, которые немножко противоречат друг другу. То есть когда мы с тобой запоминаем что-то, мы запоминаем, что значит хорошая память? Мы запоминаем все это в деталях, что это вот у меня конкретный стакан, мой стакан, какая у него форма, сколько там в нем воды и все в этом роде. Но анализ, он бы в чем заключался? В том, что мы убираем детали. Мы говорим, что это в целом стакан, и стаканы бывают разные. Можем даже выше пойти, сказать, что это категория там, посуда, например, да? Или, не знаю, там категория бытовые предметы человека, да? И так далее. И мы видим, что детали пропадают. Да? В этот момент мы как бы от этих деталей, мы их, знаешь, отрезаем, убираем все лишнее. Ну и, соответственно, получается так, что в памяти они у нас и не сохраняются, потому что наш мозг считает, ага, важно это что? Не какой формы этот стакан, да, и там как в нем, не знаю, капли воды на нем остались, а что это в целом, что это был стакан, какой-то стакан, да, важно какую-то суть оставить. И получается, что детали обрубаются, потому что они мешают, вот остается только сама суть, самое главное. Вот такая вот гипотеза интересная. Это по поводу суперпамяти, не суперпамяти. И следующее, что важно вот относительно себя замечать, что важно смотреть динамику. То есть что-то не так может быть, если вы видите, что раньше было одно состояние, а потом вдруг вот у вас возникают проблемы. То есть если у человека были всю жизнь какие-то проблемы с памятью, то есть, например, он там, ну, есть такие люди, которые у них пробелы просто белые возникают в жизни, то есть они такие, не помнят, что они делали, например, 2 года назад. Да, и у них так вот периодически такие какие-то вот белые пятна возникают. Да, у них какие-то особенности консолидации памяти, может быть, доступа к этим воспоминаниям, но это у них с детства. Это не значит, что им надо сейчас бежать в больницу, делать МРТ, операцию, что угодно. Но с другой стороны, представьте, что у человека было нормально все, и тут у него начинается странно, например. Вдруг он начинает забывать, зачем он пришел в магазин, там, забывать, зачем он пошел на кухню, или у него может быть дежавю часто, то есть часто ощущение дежавю возникает вдруг, или какие-то другие вот нарушения, да. То есть частое ощущение дежавю – это тоже симптом чего-то если не до очень этого, хорошего. если их до этого Да. не было, да, то есть вот все, что резко появляется и быстро начинает прогрессировать, это повод к тому, чтобы обратиться к специалисту, да, внимание. потому что значит, что есть какой-то процесс, там что-то происходит, что нарушает это все, и надо там идти, да, и разбираться, что это такое. Может быть, просто, да, надо высыпаться, и все будет хорошо. А иногда это может быть что-то серьезное, и надо уже лечение проводить. А если вот память, она как бы в разном хорошая и в разном плохая. Вот, например, там я, например, да, я очень плохо ориентируюсь. То есть я могу многократно пройти одной и той же дорогой и на 1001 раз не узнать ее снова. И опять лезть в Google карты и смотреть, как и где тут повернуть. Но при этом я там до деталей могу помнить какие-то давнишние разговоры с кем-то. Особенно если это было завязано на каких-то эмоциональных еще переживаниях там и так далее. Вплоть до формулировки, что было сказано, в какой момент и так далее. То есть это какие-то разные формы памяти, получается? Да. Или это все оно в одном месте где-то хранится у нас? Да, это совершенно это разные, их там много. Есть имплицитная память, это вот память, которую ты не можешь как бы проговорить сама. Да, это вот процедурная память, как ездить на велосипеде, как там, не знаю, танцевать, как плавать. Это ассоциации, да, то есть вот ты не знаешь, на самом деле, какая у тебя ассоциация возникнет, когда я тебе там покажу красный, например, да, красную карточку. Что у тебя будет за ассоциация? Ты не знаешь, но она у тебя есть, да, это вот такая вот память, о которой ты не можешь рассказать. Это один тип памяти. И второй тип памяти, это память, о которой ты можешь рассказать, это эксплицитная память или декларативная память. Это семантика в первую очередь, то есть это, знаешь, вот какие-то факты об этом мире, там, как тебя зовут, кто президент, какой сейчас год, какая высота Эвереста и так далее, и так далее. А есть эпизодическая память. Это память о твоей жизни, вот именно как о сериале, как будто бы ты помнишь, вот, что, там, не знаю, решила пересмотреть серию вчера, называется, что у меня было вчера. И здесь еще внутри вот этой декларативной памяти есть разделение как раз. Ты сказала, что есть пространственная память, да, то есть как мы запоминаем какие-то маршруты и на что мы полагаемся. Потому что кто-то полагается больше на ориентиры, там, не знаю, там башня
высокая, ой, там гора какая-то, да, а кто-то на составление карты местности. То есть у него возникает реально такая вот карта когнитивная в голове, по Да. которой он, соответственно, Мгм. свои маршруты прокладывает. Это тоже есть некоторые особенности. Ну и да, и вот мы знаем, что у кого-то лучше одно получается, у кого-то лучше другое. Вот. Но в целом мы знаем, что если у человека хороший один какой-то компонент памяти, то, скорее всего, у него будет хорош и все остальные, потому что есть какой-то общий вот этот фактор, который за все эти виды памяти отвечает. Есть ли какие-то неочевидные советы, как можно память натренировать? Как ее сделать лучше? Знаешь, плохая новость, что, скорее всего, натренировать не получится. Можно только лайфхаки какие-то Так. использовать. Да, и самый знаменитый лайфхак – это вот визуализация. То есть это когда люди представляют себе какое-то пространство, где у них эти воспоминания хранятся. Там, чертоги разума. Это может быть там замок, библиотека, это может быть какое-то поле. Да? И это очень сильно помогает запомнить. То есть если вы можете себе эту картину вообразить, то у вас включается что? У вас подключается зрение и такая эпизодическая память в целом. И у вас подключается пространственная память, потому что у вас появляются вот как бы определенные места, с которыми ассоциированы с каким-то определенным воспоминанием. Вот, и такая вот мультимодальность, она позволяет это очень хорошо запомнить. Это, наверное, такой совет, который работает вообще для всех людей. Да. И очень многие люди с гиперамнезией, у них это просто автоматически происходит. Да, то есть они специально это не тренировали никогда, у них просто бац, там, как у Шерешевского, бац, и возникает такое вот поле, где все эти буквы навальны, или доска такая, на которой все эти буквы написаны. Да. Как Шерлок Холмс в этом в сериале Как Шерлок BBC. Холмс, да. В какой-то серии он там из чертогов разума что-то вытаскивал. Вот ты во многих интервью говорил, что нет большой разницы между мужским и женским мозгом. Точнее, она есть, но там, скажем, в интеллектуальных способностях это практически не выражается. Там совсем какая-то небольшая погрешность, но выражается в том, что есть особенности и у мужского, и у женского мозга. Мог бы ты коротко обрисовать, какие? Чем они отличаются? Смотри, есть особенность в когнитивных способностях. То есть если в целом интеллект, он примерно одинаковый, то есть просто разница в том, что на концах распределения, то есть очень умных людей, очень глупых людей, там будет больше мужчин, чем женщин. Да? То есть в среднем разницы нет никакой, но там, если мы возьмем там каких-то супергениев, то там чуть больше, там на 7% будет больше мужчин, и, соответственно, на 7% будет больше совсем уж глупых мужчин, да? Там, среди совсем глупых людей. То есть внутри сообщества мужчин поляризация больше, чем внутри Ну да, то есть это то, что называется множества такая вот женщин. дисперсия, да. Дисперсия у мужчин больше, женщин они ближе к серединке, а мужчин они ближе так вот по концам. Ну, чуть-чуть, да, то есть, опять же, чуть-чуть, там, да. А почему так? Это, скорее всего, связано, это такая эволюционная гипотеза, что женщинам, они же, от них многое зависит. То есть они будут, во-первых, вынашивать ребенка, потом о нем заботиться. Это должна быть максимальная какая-то стабильность. Поэтому очень многие признаки, они у женщин максимально перестраховываются. То есть, например, у женщины у нее там 2 X-хромосомы, да, то есть если что-то там не работает на одной X-хромосоме, какой-то ген, он будет подстрахован другой X-хромосомой. И это же касается Понятно. каких-то физиологических функций. То есть очень важно, чтобы это вот был такая вот максимально твердая опора, основа. А для мужчин, для них важно, они нужны, по сути, для полового отбора как источник хороших генов. И получается так, что они, наоборот, должны демонстрировать, какие у них есть гены, чтобы женщина могла выбрать таким образом. И получается так, что среди них изменчивость по всем остальным, там, по росту, да, там, по когнитивным способностям, по каким-то особенностям метаболизма, заболеваниям, по характеру больше, чем среди женщин. Вот. И склонность у них, на самом деле, ну, то есть... И они должны быть очевидны, эти признаки, да, по мужчинам. Они должны быть, да, заметны, они должны быть такими, чтобы их сложно было подделать еще. То есть, например, чувство юмора, его сложно подделать, да, то есть ты можешь там выучить анекдоты какие-то, но это тебе не поможет, да, то есть все понимают, что там, нет, извини, ты плохой шутник. И вот такие вот вещи, да, женщины учатся их распознавать в мужчинах. Мужчины учатся пытаться обмануть женщин как-то. И получается вот такое вот интересное взаимодействие. Но оно приводит к тому, что да, что действительно, по-видимому, поляризация у мужчин больше возникает в этом плане. И она заметнее.
да, чем у женщин. Вот так. Да, это, знаешь, это вот то, что касается в общем, да, но есть еще различия в плане того, что, например, есть какие-то задачи, которые женщины лучше решают, и есть задачи, которые мужчины лучше решают в среднем. То есть там мужчины в среднем, они лучше решают задачи на пространственное ориентирование, а женщины, они лучше решают задачи на вербальное или там социальное взаимодействие. И было исследование, много исследований, которые показали, что даже когда мужчины и женщины одинаково хорошо решают задачи, то есть, например, мы возьмем там мужчин, которые плохо решили какую-то математическую задачу, женщин, которые плохо решили, и наоборот, мужчины и женщины, которые хорошо эту задачу решили, там прям молодцы, классные, супер математики. Окажется, что там потому, с какой скоростью они это решают, там, сколько они баллов набирают, разницы нет. Но при этом в моменте решения их задачи их мозг работает по-разному. То есть у мужчин одни области активируются в большей степени, у женщин другие области активируются. То есть они совершенно разными путями доходят до одного и того Да, же знаешь, это решения. как будто бы вот эта идея про то, что есть там мужская логика, женская логика, она находит такое нейробиологическое подтверждение. Вот, да, ну и, соответственно, это же связано и с морфологией, то есть мужской мозг, он более асимметричный, то есть левое полушарие больше, гораздо более крупнее относительно правого, чем у женщин. То есть у женщин полушария более равные по размеру. И связанность между полушариями у женщин больше. То есть у них вот мозолистое тело, пучок волокон, который соединяет между собой их, он толще, чем у мужчин. Но у мужчин зато больше связанность внутри полушарий, сильнее развита. Но вот такая интересная особенность. А в жизни это на чем-то отражается или это просто Смотри, забавный научный факт? можем, конечно, это притянуть. И есть такой автор, там, Саймон Барон Коэн. У него есть хорошая книжка, называется «Искатели закономерностей». И он предполагает, что как раз люди с расстройством аутистического спектра — это гипермужской мозг. Потому что если посмотреть на их мозг, то вот эти все разницы, да, там вот асимметрия полушарий, небольшая связанность между, но очень сильная связанность внутри. Это как раз проявление расстройства аутистического спектра. И получается так, что у нас есть женщины, мужчины и люди обоих полов, у которых аутизм. Ну и, соответственно, он связывает эти изменения, эту разницу в морфологии с тем, какие особенности присущи людям с рас, то есть это проблемы с социальным взаимодействием, да, то есть что мужчины в целом, они более аутичные, да, чем женщины. То есть, например, если ребенку, там, еще который там, несколько месяцев от роду, да, там, или год, показывать фотографии лиц людей, да, или показывать какие-то механизмы, там, геометрические объекты, то девочки, они чаще больше обращают внимание на лица, а мальчикам интереснее какие-то геометрические фигуры, да, там, какие-то механизмы, машинки, еще что-то в этом роде. И кроме того, это разница в отношении деталей и целое. То есть люди с рас, они больше концентрируются на деталях, им иногда бывает сложно картину целиком увидеть. Вот. И это тоже может быть характерно как раз для особенностей там, мужского мышления относительно женского. Знаешь, когда иногда говорят, что там вот у мужчин у них как бы все в голове такие вот по отдельным коробочкам, да, что вот есть коробочка работа, там коробочка хобби, коробочка семья. И, соответственно, они могут, когда они что-то делают в одной коробочке, это никак не влияет и никак не связано с тем, что происходит во всех остальных коробочках. Мол, у женщин не так, что у них все это связано между собой. И когда что-то происходит в одном месте, это, безусловно, влияет на все остальное. Вот. Может быть, вот таким образом. Вот интересно, что вообще вся эта история с мужским, женским мозгом, ее как бы из науки пытаются часто перетянуть в дискурс о феминизме, о вообще, не знаю, равноправии между мужчиной и женщиной, насколько мы похожи, насколько мы разные. И вот один из вопросов, который мне часто задают, как бы как такой типа каверзный для феминизма, это почему, значит, нет турниров между женщинами и мужчинами по шахматам, и почему нет женщин, которые побеждают чемпионов мира по шахматам мужчин. Вот Ну, какой у тебя тут есть? Там Да. же была Юдит Полгар, которая Каспарова Да, обыграла. вот она, да. ну, она единственная как бы Да, была. да. Ну, тут, смотри, во-первых, есть объяснения такие психологические, есть объяснения социологические. Да? Ну, социологическое самое простое, это Так. то, что просто шахматистов мужчин больше, да, поэтому, когда ты выбираешь из там, миллиона человек, грубо говоря, то это будет прям
супер крутые, да, то есть это лучшие из миллиона. А когда ты выбираешь там Но из кто-то тысяч... скажет, а почему их больше? Может, они просто, мужчины просто умнее, Да, и поэтому тут их можно сказать больше? так, что, ну, шахматисты, по крайней мере, говорят, что обычно бывает так, что пока маленькие дети, девочек очень много, но потом в какой-то момент, там, около подросткового возраста, вдруг остаются одни мальчики. Да? То есть это можно объяснить чем? Это вот как раз уже психология подключается, либо это то, что просто они на какие-то другие вещи переключаются, там родители им говорят, все, это не девчачье занятие играть в шахматы. Либо это связано с их собственными интересами. Вот когда мы говорим про детей этих, да, вот, которые там мальчикам интереснее механизмы, девочкам интереснее люди, это не обязательно говорит то, что они лучше в этом разбираются. То есть это не говорит о том, что девочки, предположим, они хуже решают задачи, связанные с там, пространственным мышлением, механизмами, вычислениями и так далее. Просто им это меньше интересно. И гипотеза здесь такая, вот, нейропсихологическая, что просто шахматы, да, как там, не знаю, Майнкрафт какой-нибудь, да, вот тоже, опять же, если мы посмотрим там компьютерные игры, особенно там вот когда, не знаю, есть люди, которые меня поражают, которые внутри Майнкрафта построили компьютер, на котором запустили Майнкрафт, да. Почему они это делают, да, то есть это и какого пола люди, которые это делают, да? Мы понимаем, что это в основном именно там, как и IT тоже, это в основном мужчины. И сейчас IT — это и деньги, это какой-то престиж, но это было не всегда. И вначале это, как там, Алан Тьюринг, например, да, это были люди, которые занимались этим, потому что им это интересно. И получается так, что ну, я там вспоминаю свое детство, да, то есть я понимаю, что это как будто бы вид деятельности, который как раз больше интересен мальчикам, чем девочкам. И получается, что не знаю, чтобы построить компьютер в Майнкрафте или чтобы стать там чемпионом мира по шахматам, ты должен быть прям полностью поглощен этим. То есть это у тебя вся вот мотивация. Я хочу стать чемпионом мира по шахматам. И некоторые исследователи говорят, что, ну, как бы девочкам это неинтересно, да, то есть там большинство женщин, они скажут так, что блин, конечно, это прикольно быть чемпионом мира по шахматам, но есть вот Много вещей гораздо приоритетнее, да. которое важнее, да, то есть даже не просто там приятнее, а просто важнее, чем вот это вот. А если мы спросим там какого-нибудь Магнуса Карлсена, Каспарова, да, там непомнящего и так далее, что он скажет? Вот шахматы, потом вот тут вот все остальное, понимаешь? И это вот разница, мне кажется. То есть дело в том, что просто это внутреннее стремление к конкуренции, да, вот какая-то вот эта вот так, аутичность с гиперфиксацией на чем-то, да, которые приводят к тому, что вот парни сидят и вот так вот всю ночь, там, неделями не спят и изучают там дебюты, что там их соперник как играет, сами там придумывают какие-то тактики, собственно, которые требуют какого-то, ну, прям вот такого маниакального отдачи этой задачи. А это требует прям, знаешь, вот очень большого интереса. И это именно тот фактор, который, скорее всего, как мне кажется, и приводит к тому, что в целом есть какие-то виды деятельности, в которых мужчины лучше, чем девочки, да, чем женщины в целом. Именно, ну, то есть есть виды деятельности, в которых женщины лучше, чем мужчины и так далее. Именно связано с тем, что чтобы стать хорошим в чем-то, это и способности, и то, вот, как много времени ты этому посвящаешь. И здесь есть явно вот такая, знаешь, очень сильный перекос в одну сторону. Я видела у тебя стрим, где ты общался с Арсеном Маркаряном как бы по поводу его каких-то там тейков. Я так поняла, где-то он был в гостях у кого-то, да, он выступал? Да, там у него был подкаст с Ларином, вот они там обсуждали... не с Ларином, а с Resolution, это был игрок в доту, да, Роман Resolution, да. Все, понятно, да. Ну вот, я просто посмотрела ваш разговор, и мне было тебя любопытно всегда спросить. Ну вот, в моем представлении, например, Арсен Маркарян — это вот человек, который довольно, он с большим напором, энергией и харизмой. Многие, в общем, абсолютно свои собственные домыслы выдает за научные какие-то истории. Вот. Как ты относишься к такому? Скорее, как бы, как к чему-то опасному, что очень распространяется, и можно нести вообще какой-то вред реально глобальный, особенно когда у этого такой большой following. Или это тебя скорее забавляет? Нет, это, конечно, я считаю, что человек сам у себя дома, он может верить во все, что угодно, да, то есть там даже врачи какие-то странные практики часто практикуют,
это их личное дело, скажем так. Проблема в том, когда это проецируется на широкую публику. То есть вот это вот движение, биохакинг, это ситуация, когда человек вместо того, чтобы получить какое-то там специальное образование, там, медицинское, там, не знаю, в нейробиологии разобраться, в психологии, да, там, отношений, не знаю, там, ну, то есть стать специалистом, у него возникает вот такой синдром Даннинга-Крюгера дилетантский, что, ага, ну, это все просто, да, то есть, что там, на самом деле, достаточно прочитать 2 статьи по теме, чтобы, грубо говоря, там, не знаю, стать экспертом по эндокринологии, да, чтобы все. Там, знаешь, спросишь человека, который 40 лет занимается эндокринологией, да, там, что будет, если человеку ввести там, тестостерон? Он тебе не ответит, он скажет, мы не знаем на самом деле. То есть там очень много всяких подводных камней. Нет, а вот как раз у людей без образования, да, таких вот они знают поверхностных, да, такие. У них этого нет, да, то есть у них есть такая вот уверенность в том, что они во всем разобрались, что все очень просто, и все очень... И они начинают, самая главная большая проблема, что они начинают это распространять на широкую публику. И вот со здоровьем почему-то это не очевидно, ну, как бы, хотя... Казалось бы, это очень сложный организм человеческий, там, это очень большие риски и так далее, и так далее. Но представим себе ситуацию, что если бы они советовали, там, не знаю, ракету построить в космос, то есть то люди вот без какого-то инженерного образования, там, никогда не занимаясь ракетостроением, просто по постам на Reddit, там, на Пикабу, там, не знаю, в ВКонтакте, они начинают, у них появляются какие-то свои идеи о том, как эта ракета должна выглядеть, они какие-то свои чертежи строят, они это все в интернет публикуют и говорят, ребята, стройте ракету по нашим чертежам у себя дома и вместе полетим. Да? Ну, наверное, людям с такой аналогией сразу становится очевидным, что это плохая идея. Да? Плохая идея садиться в ракету, которую построил человек, у которого нет образования. Да, в этой сфере совершенно. Скорее всего, это люди там, они погибнут, да, они сгорят в этой ракете. Но вот с биохакингом точно такая же ситуация. То есть люди дают медицинские советы, которые в лучшем случае они бесполезны, и это там, не знаю, люди потратят время и деньги на это. Но очень часто это вредные советы. То есть они советуют какие-то медицинские препараты. То есть многие говорят там, типа, надо пить антидепрессанты, еще колоть себе инсулин, тестостерон, там еще какие-то непонятные БАДы принимать, которые там очень много токсичным эффектом обладают. И они не понимают, что очень сложное лекарственное взаимодействие, да, между собой, что у каждого препарата есть побочные эффекты. Они часто приводят к тому, что люди просто наносят себе непоправимый вред здоровью. То есть у них там повреждается печень, у них повреждается нервная система, и там может быть до летальных случаев. Вот. Ну, как бы, это, знаешь, это вот религия, мне кажется, современного времени. То есть раньше, пока люди как бы так не относились скептически там, к магии и прочим вещам, это был фэн-шуй какой-нибудь, там ауры, там, гороскопы, натальные карты и прочие вещи. А потом, ну, как бы более-менее, там, наверное, прогресс, он показал, что нет, все-таки это не работает, а наука работает, и медицина. И все сказали, ну окей, типа, вперед, значит, наука теперь. Но получается так, что биохакинг это вот как раз такая вот псевдонаука, когда люди вроде как там могут надеть на себя белый халат, они могут вроде как ссылаться на какие-то статьи научные, но это просто ширма, да, за которой ничего нет, за которой там вот в принципе точно такое же магические практики, то же самое чистка ауры и прочие вещи, ну там, знаешь, типа чистка митохондрий, да, вот какие-то такие фразы бессмысленные. То есть для любого специалиста эта фраза звучит просто, ну, как там, как красная тряпка, да. Но они там вот тут люди реально на полном серьезе такими вещами занимаются. Вот, ну и на это всегда есть спрос. Просто люди, как это, знаешь, волшебное решение проблемы. То есть, что проблема это не в том, что там надо как-то, знаешь, работать над собой, там, заниматься спортом, правильное питание. А вот достаточно тебе какую-то волшебную таблетку выпить, какой-то волшебный гриб там с китайской горы, который там прорастает раз в 500 лет в полнолуние, вот и все, и у тебя все будет. Что на самом деле в этом проблема, что ты одинокий, да, что у тебя нет каких-то отношений, ты никому не нравишься, что ты когнитивно, там, у тебя способность не все очень хорошо, что у тебя творческих способностей нет, что ты там некрасивый и слабый, вот. На самом деле проблема не в том, что ты там, не работал над собой или какие-то там объективные факторы, а в том, что ты эту таблетку не выпил.
И просто раньше это была магия, да, и там говорили, что это письмена майя, мы нашли секрет. А сейчас говорят, что это вот работа вышла, китайские исследователи доказали и так далее. И это плохо, потому что, знаешь, есть же люди с серьезными заболеваниями, которые вместо того, чтобы получать нормальное, адекватное лечение, они лечатся вот такой, ну, например, вот там популярно противопаразитарное средство для лошадей, да, там ивермектин, да, и фенбендазол, которые там пропагандируются вообще там в США. Это там на очень высоком уровне, то есть там это актеры, телезвезды, например, Мел Гибсон недавно, да, там это рекламировал. У нас тоже такие есть люди. И получается так, что человек, у него онкологическое заболевание, вместо того, чтобы получать эффективную терапию, которая могла бы дать ему шанс на выживание, он уходит, во-первых, и не получает эту терапию. Так он еще получает бессмысленное и опасное лечение, ну, потому что, я не знаю, вот в каком мире мы живем, если нужно объяснять, что противопаразитарные средства там, для лошадей, они не могут лечить рак. Да? И это не очень хорошая идея. Вообще человеку, который так ослаблен, да, у него так организм, давать ему противопаразитарные средства. Но, к сожалению, вот надо это объяснять. И поэтому я, конечно, к этому отношусь очень плохо. Это, мне кажется, что такая вот странно. И я бы не мог, наверное, 15 лет назад подумать, что вообще такая проблема может возникнуть, что столько людей может вот в такие вещи верить настолько легко. Ну, что касается еще онкологии, мне кажется, это еще просто такое тяжелое психологическое состояние, когда ты готов похвататься за любое решение и во что угодно поверить. Это Вот, отвратительно. очень уязвимые люди. Отвратительно с моральной точки рассчитано. зрения, да. То есть это, по сути, ну ладно, когда там люди типа Мела Гибсона, они искренне верят в это. Но бывает огромное количество людей, они просто зарабатывают. То есть для них это способ заработка, и они просто обманывают. И получается так, что это мошенничество на самых уязвимых людях, которые действительно готовы отдать все. Но это ужасно, да, это в этом плане тоже отвратительно, конечно. Ну, еще за время ведения вот нашего подкаста я поняла, что и общения с большим количеством ученых, я поняла, что очень часто в науке ситуация такая, что просто ответ еще неизвестен, или нет исследований, или непонятно, или это противоречиво. Вот, и такой ответ как бы люди не готовы в основном Да, им воспринимать. скучно, они такие говорят, знаешь, типа там какая-то ерунда, ничего не понятно, да, вот. Вов, последний вопрос. Какой прорыв или какое открытие мы можем ожидать в сфере нейробиологии, который вот в ближайшие годы может изменить жизнь людей? Я думаю, что это нейроинтерфейсы. Как раз сейчас технологии и, в принципе, теория, связанная с нейроинтерфейсами, она проработана достаточно хорошо. А остается решить просто несколько технических вопросов. Да, чтобы это долго работало, и вопрос, связанный со скоростью обработки данных. И это Извини, что такое нейроинтерфейсы? Можешь объяснить? Да, это вот то, что, например, Илон Маск делает, его Neuralink. Это связь между мозгом и компьютером. То есть это может быть связь между мозгом и телефоном, да, там, мозгом и машиной Тесла. Там, захотела так силы мысли, к тебе приехала Тесла, да, там открылись двери. Там умный дом, это обратная ситуация, там, не знаю, там экзоскелет, или, например, когда информация, наоборот, поступает в мозг, то есть, что мы сможем отправлять какую-то информацию, то есть, там какой-то вопрос возник, или там какую-то информацию хочется проверить, вместо того, чтобы там на телефоне это искать, на ноутбуке или там на умных очках, просто это сразу будет информация транслироваться в нервную систему. Фильмы смотреть таким образом можно будет, там музыку слушать. Вот. Но это, конечно, очень сильно изменит нашу жизнь. То есть это можешь себе представить, что вот будут люди ходить, которые их когнитивные способности, они будут усилены в этом плане. То есть, по крайней мере, память у них очень сильно расширится, потому что очень многие факты они могут запоминать, просто записывать как бы на это облако, потом из этого облака это все извлекать. Это будут такие вот люди будущего своего рода. Вау. А сколько лет еще до этого примерно, как ты думаешь? Знаешь, все говорят 10 лет, потому что обычно такое предположение, что через 10 лет никто уже не вспомнит, что там говорил. Ну вот я скажу, 10 лет. Спасибо большое. Было супер интересно. Спасибо, что пригласила.